Здравствуйте! В этом видео расскажу о технических характеристиках и оснащении максимальной комплектации Toyota Camry XV30 до рестайлинга, которая официально продавалась в России. Сборка была еще в Японии. Средняя стоимость такой тридцатки сейчас в моем регионе около $500 000 рублей. И в этот раз, к счастью или к сожалению, со временем пойму, благодарить мне за предоставленный для видеосъемки автомобиль кроме себя некого, потому что я его купил, он мой уже месяц. Toyota Camry XV30 – пятиместный седан E-класса по европейской габаритной классификации со следующими размерами в миллиметрах. Длина 4815, ширина 1795, высота 1500, колесная база 2720 и минимальный дорожный просвет 150. Ширина передней колеи 1545, а задней 1535, масса 1,5 тонны, максимальная грузоподъемность 515 кг. Объем топливного бака 70 литров, объем багажного отделения 587 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления 28 сотых, минимальный радиус разворота 5,6 метра. Двигатель здесь поперечно установленный 1МЗ-FE, бензиновая V-образная шестерка объемом 3 литра, мощность 186 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 273 Нм при оборотах 4300. Степень сжатия 10,5, рекомендован 95-й бензин. Впрыск топлива распределенный, на каждый цилиндр по 4 клапана. Привод ГРМ ременной, но клапана при обрыве не гнет. Алюминиевый блок, развал головок 60 градусов, в каждой по 2 распредвала. VVTi и гидрокомпенсаторы отсутствуют. Диаметр цилиндра 87,5, а ход поршня 83 мм. Паспортные данные. Расход по трассе 8,3, смешанный 11 и город 15,7. Разгон до 100 9,1, а максимальная скорость 225 км в час. Коробка передач U140E. Автоматическая, четырехступенчатая с приводом на передние колеса. Подвеска независимая, спереди и сзади Макферсон. Тормозные механизмы дисковые, в том числе и задние. Стояночный тормоз ножной. Колесные диски легкосплавные, 16-дюймовые, с шинами 215/60. По экстерьеру. Фары галогенные, есть противотуманные фары. Подоконная линия хромирована, в дверях молдинги. Остекление теплозащитное. Наружная антенна на заднем правом крыле. Также еще должны быть омыватель фар и задние датчики парковки. По безопасности Camry оснащена фронтальными и боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира, передними ремнями безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте, антиблокировочной системой и системой распределения тормозных усилий, вспомогательной системой торможения, системой электронного контроля устойчивости и противобуксовочной системой, иммобилайзером и 5 подголовниками, регулируемыми по высоте. Индикации непристегнутых ремней спереди, креплениями ISOFIX на заднем сиденье. Интерьер комфорт. Пульт дистанционного управления центральным замком и замком крышки багажника. Все стеклоподъемники электрические, а водительские с автоматическим режимом. На панели водительской двери также кнопки блокировки и разблокировки дверей, электрорегулировки боковых зеркал и блокировки всех стеклоподъемников, кроме водительского, корпуса зеркал с электроприводом складывания. Некоторые элементы интерьера отделаны пластиком под дерево, а дверные панели к тому же со вставками из кожи.
На полу у водительского сиденья рычаги отпирания крышки багажника и лючка топливно-заливной горловины. Сиденье отделаны кожей, передние с электроприводом в 8 направлениях и электроподогревом. У водительского сиденья есть ручная регулировка поясничного упора. Слева от руля на панели кнопки отключения системы управления тягой и заднего парктроника, кнопки включения омывателя фар и задних противотуманных фонарей, регуляторы корректора фар и яркости подсветки комбинации приборов. Есть система автоматического включения фар и автоматического режима работы стеклоочистителей лобового стекла, то есть датчики света и дождя. Рулевое управление с гидравлическим усилителем. Рулевая колонка регулируется по наклону. Рулевое колесо обтянуто кожей и имеет кнопки управления маршрутным компьютером и рычаг для управления круиз-контролем. Четыре поручня и посередине потолка плафон освещения. Противосолнечные козырьки с зеркалами и регулируемой по яркости подсветкой. Между козырьками блок освещения с футляром для очков. В верхней части центральной панели многофункциональный дисплей маршрутного компьютера с режимом отображения времени и наружной температуры или мгновенного расхода топлива, среднего расхода топлива, дальности поездки, то есть расчетный запас хода, средней скорости или времени в пути. Под ним должна быть голова аудиосистемы, в которой радио, проигрыватель кассет и компакт-дисков и 6 динамиков, но здесь уже не штатное головное устройство. Перчаточный ящик с микролифтом и возможностью запирания. Система вентиляции с фильтром, однозонным климат-контролем и, конечно же, кондиционером. На блоке управления кнопка включения электрообогрева боковых и наружных зеркал и заднего стекла. Под ним кнопки электрообогрева передних сидений и розетка 12 вольт, также пепельница и прикуриватель. На рычаге селектора, обтянутого кожей, кнопка включения-выключения Overdrive. Слева от рычага небольшая ниша, за рычагом подстаканники. Отделанный кожей центральный подлокотник с двойным боксом, на дне которого 120-ваттная розетка 12 вольт. Внутренние дверные ручки хромированы, во всех дверных картах карманы, в задних есть пепельницы. Карманы в спинках передних сидений. Для задних пассажиров 4 воздуховода. Спинка заднего сиденья складывается двумя частями, оснащена подлокотником с подстаканниками и направляющими для удобства использования боковых ремней безопасности. Объем багажного отделения, напомню, 587 литров. В нем есть крючки для сумок, подставка для бутылок, освещение, сетка, а в нишах запасное колесо и комплект инструмента. В следующем видео по Camry планирую поделиться своими ощущениями после месяца владения и 500 километров пробега. Спасибо за просмотр, всех вам благ, до новых встреч! Thank you.